Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусное овощное блюдо. Это будут драники, но будут они не из картофеля, а из баклажанов. Готовятся очень просто и получаются такими вкусными. Нам понадобится один небольшой баклажан. Вес моего баклажана примерно 300 грамм. Его нужно почистить от кожуры. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. И нам нужно баклажан нашинковать тоненькой соломкой. Я сначала нарезаю его на такие вот тоненькие пластинки, а потом поперек шинкую. Посмотрите, какая тоненькая соломка у нас получилась. Ее мы выкладываем в миску, и нам нужно посолить баклажаны. Примерно пол чайной ложки соли у меня ушло на это количество баклажанов. Все перемешиваем. И добавляем остальные компоненты. Это столовая ложка муки, столовая ложка крахмала, у меня кукурузный, и по пол чайной ложки специй. У меня кориандр, красная сладкая паприка, куркума и сухой чеснок. Вы можете добавить любые специи, какие вам нравятся. Одно яйцо. Я еще поперчила немножко по вкусу. И все перемешать. И теперь можно сразу обжаривать наши драники. На сковородке мы разогреваем растительное масло без запаха. Нужно, чтобы оно покрыло дно сковородки. И столовой ложкой выкладываем нашу массу. Я немножко вот так приплющиваю, чтобы равномерно прожарились драники. Жарю я на среднем огне. У меня это семерка, индукция, деление на моей плите от 1 до 9. Когда зарумянится одна сторона, переворачиваем на другую сторону и жарим до румяности. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. Готовые обжаренные драники выкладываем на блюдо, выстеленное бумажными полотенцами. Из этого количества продуктов у меня получилось 10 драников. Подавать их можно с различными соусами. Я же очень люблю драники со сметаной. Посмотрите, какие симпатичные они получились. Они мягкие. Ну что, пробуем. Друзья мои, это очень вкусно. Приготовьте эти драники из баклажанов.